Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь серый немецкий хлеб. На самом деле такой вид хлеба очень типичен и распространен во всем немецкоязычном пространстве. Поэтому с таким же успехом его можно назвать австрийским или швейцарским. С вечера приготовим закваску. Для этого возьмем стартер. Стартер берем из холодильника, смешиваем с водой. Вода должна быть 35-40 градусов. Взбиваем венчиком для того, чтобы полностью растворить закваску и насытить ее кислородом. Это будет способствовать более активному ее развитию. Добавляем обдирную ржаную муку и все хорошо смешиваем. Неплотно накрываем крышку для того, чтобы в закваске мог поступать воздух, и оставляем при комнатной температуре на 16-18 часов. На следующий день приготовим тесто. Для этого опять возьмем воду 35-40 градусов и смешаем со всеми указанными ингредиентами. Если вы не уверены в том, что ваша закваска находится в превосходном состоянии и имеет очень высокую активность, то я вам очень порекомендую добавить в это тесто 3 грамма прессованных дрожжей. Это делать не обязательно, но если вы не уверены, что ваша закваска имеет форму олимпийского чемпиона, то хорошо подстраховаться, добавив 3 грамма прессованных дрожжей. Выкладываем закваску в воду. Если вы используете прессованные дрожжи, на этом же этапе добавляем дрожжи, соль, муку и жир. Также вы можете добавить хлебные специи. Хлебными специями может быть смесь тмина, фенхеля, аниса в любой пропорции. Чем более южнее в немецкоговорящем пространстве, тем более распространенными являются хлебные специи, а в Австрии использование хлеба с тмином, анисом, фенхелем является практически повсеместным. Все вымешиваем на умеренной скорости в течение 5 минут, а затем еще в течение 1-2 минуты на высокой скорости. Тесто должно отходить от стенок дежи, тогда оно достаточно вымешано. Слегка организуем тесто при помощи скребка. Накроем шапочкой для душа и оставим при температуре 30-32 градуса на полчаса. За это время белки муки успеют набухнуть и тесто слегка подойдет. Выкладываем тесто на присыпанный мукой рабочий стол. И формируем заготовку сначала в шар,
а затем батард. Все зависит, конечно, от того, в какой форме вы хотите выпекать. В отличие от пшеничного теста, ржаное тесто обладает высокой пластичностью, в отличие от пшеничного теста, которое эластично. Именно поэтому необходимо хорошенько сформировать заготовку таким образом, чтобы на лицевой поверхности не образовывались какие-то неровности, а поверхность была гладкая и ровная, так как в отличие от теста из пшеничной муки, тесто из ржаной муки или ржано-пшеничное тесто имеет тенденцию сохранять все дефекты формовки. Выкладываем заготовку в присыпанный ржаной мукой банетон. Хорошенечко организуем заготовку. Слегка утрамбуем, но не сильно. Присыпем поверхность заготовки сверху мукой для того, чтобы отслеживать готовность. Если вы печете только на закваске, то время брожения будет более долгим, чем если вы добавите немного коммерческих дрожжей. Смотрим на готовность заготовки. Она определяется по трещинам, по величине трещин. Вот эта вот центральная трещина, это трещина от формовки, на нее мы не смотрим, а смотрим на трещины, которые сформировались в процессе брожения. Вот мы видим, оцениваем их величину. Величина должна составлять от 5 до 10 миллиметров. Если такая величина наблюдается, заготовка достаточно расстоялась и готова к посадке в печь. Осторожно выкладываем ее на пергаментную бумагу и производим надрезы. Надрезы необходимо делать глубиной 5-7 мм для того, чтобы они хорошо раскрылись. Выпекаем с паром первые 5 минут при температуре 240 градусов, а затем без пара при температуре 200 градусов еще минут 50. Внутренняя температура мякиша на выходе должна составлять 97-98 градусов. Даем хлебу остыть, так как это у нас ржано-пшеничный хлеб. Резать его можно после остывания спустя 2, 3, 4 часа. Вот у нас хлеб имеет такие типичные трещины, рустикальные на поверхности. Они придают немецким, австрийским, швейцарским хлебам специфический внешний вид, традиционный вид. Мякиш хорошо развитый, мелкопористый, очень эластичный, не влажный на ощупь. И при легком надавливании пальцами он быстро возвращается в форму. Это очень универсальный хлеб. Он имеет мягкий, нежный вкус. Если вы будете печь без хлебных специй, как я, например, то он подойдет практически ко всему. Не только к
блюдом, но и можно его пить с чаем, с вареньем и так далее. Это классический серый хлеб, который занимает наибольшую часть рынка в немецкоговорящих странах. Именно вот такой серый ржано-пшеничный хлеб. Корочка у него плотная, типично для такого вида хлеба. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!